Привет, друзья! С вами Ух ты Кухня. А у нас сегодня мясо. Наконец-то! Да, также, друзья, поделюсь, как мой Сережка готовит воздушное картофельное пюре, которое даже на следующий день остается как свежесваренное. Ну что, начнем? Поехали! Да, все как всегда, быстро, просто и вкусно. Сковородку на огонь, растительное масло, так, чтобы немного покрыло дно. Пусть греется, а этим временем нарежу мясо. У меня говядина. Так, как бы его порезать? И не крупно, и не мелко, а вот так вот, как получится. Все, готово. Мясо выкладываю в разогретое масло. Ой, класс! Шкварчит. И быстренько обжариваю с двух сторон до румяной красивой корочки. А пока мясо обжаривается, нарежу лук. А вот так вот. Ой, как я быстро управилась. Смотрим, что у нас здесь. Мясо. Переворачиваю его на другую сторонку. Все это делаю на максимальном нагреве. Мне нужно его просто запечатать. Ой, класс, такая корочка румяная. А пахнет как вкусно. Когда мясо подрумянилось с двух сторонок, выкладываю его в кастрюльку. Готово. А в сковороду выкладываю нарезанный лук. Немножко подсаливаю и обжариваю до легкой румяности и мягкости. А это пока крышечкой прикрою. Пусть тут себе отдыхает. Лучок подрумянился, стал прозрачным, красивым, пахнет очень вкусно. И на этом этапе, друзья, добавляю 2 чайные ложки красной сладкой паприки с горкой. Сюда же чайную ложечку муки. Будьте спокойны, никаких комочков не будет, потому что в масле горячем специи очень хорошо растворяются, как и мука. И отдают свой аромат. Да, ой, как запахло. Примерно через 1 минуту добавляю кипяток, чтобы все хорошо растворилось. Перемешиваю, прохожусь лопаткой по краю сковороды, чтобы собрать все вкусные прижарочки, пригарочки. Это и даст гуляшу вкусный вкус. Как только подливка закипела, могу смело выливать ее к мясу. В сковородочку еще немножко горячей воды. Посмотрите, сколько здесь вкуса осталось. Помыли. И сюда. Поправляю. И немножко доливаю хозяюшке воды, чтобы мясо хорошо покрылось. Ну что сюда еще? Конечно же, соль. Щедро. По вкусу и все же щедро. Добавлю 3 горошины душистого перца сюда. И немножко сушеного чесночка. О, ну, я думаю, теперь уже все. Немножко перемешаю. Так, довожу до кипения. Прикрываю немного крышкой, чтобы осталось отверстие для выхода пара. Делаю небольшой нагрев. Вот так вот, друзья. Пусть себе томится, булькает там потихонечку. А в это время можно и пюрешечку поставить. Пусть себе тоже здесь Варится. Да, Сережка, варится. Все варится, все бурлит у меня здесь, друзья. Прошло 40 минут. Посмотрите, какая красота. Ух ты! Да. И сейчас я возьму и подрежу немножко красного сладкого перца. Будет и ароматно, и красиво, и, конечно же, вкусно. Ох, ножичек наточил. Благодарю. То с мясом что-то было не то. Ага, жесткое, наверное, да? Да. Угу. Но я знаю, ты сделаешь его вкусным. Конечно. И сразу же добавляю 1 лавровый листок. Все. Пусть еще минуточек 30 тут себе побулькает, друзья. Картошечка тоже уже скоро будет готова. Ну что, друзья, смотрим, что у нас здесь. А у нас здесь все по красоте. Мясо у меня хорошо приготовилось. И сейчас добавлю еще 1 ингредиент. Как думаете, какой? Конечно же, черный молотый перчик. Побольше. Ну, знаю уже, знаю. Пахнет очень вкусно. Подливка такая наваристая, густая. Класс. Накрываю крышкой, выключаю нагрев, пусть себе немножко отдохнет. А я займусь картофелем. Сливаю воду. Картофель хорошо сварился. Беру толкушку и разминаю картофель. Добавляю мягкое сливочное масло. Мы его заранее немножко разогрели в микроволновке. Сюда же обязательно горячее молоко. Снова разминаю толкушкой. Вытащи толкушку. Поняла. И займись миксером. Поехали, друзья. Поехали. И берем и взбиваем картофель миксером. Я думаю, достаточно.
Друзья, посмотрите, какое нежное воздушное пюре получается. После такой манипуляции оно остается вкусным и нежным даже на следующий день после разогревания. Анечка, ну что там готово уже? А ты можешь просто сказать «насыпай», а я скажу «слушаюсь и повинуюсь». Ну, хорошо. Картофельное пюре по твоему рецепту. Вау, какое классное. И гуляшик. Оп! Тебе сразу 3 кусочка положила, оп. Красотка ты! Я же сказала, для себя любимой. Ну, я думаю, друзья, здесь больше ничего не нужно, как какие-то соленья. У нас вкусная квашеная капуста. Все, можно обедать. Друзья, хочу же показать, каким мягким получилось мясо. Я думаю, вы уже видите. Оно просто распадается на волокна. Видно, да? Видно, солнышко. Конечно, видно. Да, ну просто как тушенка. Солнышко, у меня же полный рот слюней. Ладно, друзья, ставьте лайк, делитесь своими рецептами, пишите комментарии, а мы сейчас это все съедим. Хочу же показать, какое картофельное пюре на следующий день. Беру вилкой, разминаю. Теперь зажигаю огонь, прямо в кастрюле всегда грею. Делаю минимальный нагрев, потому как кастрюля у меня холодная. Беру, добавляю немного теплой воды, совсем чуть-чуть, буквально столовую ложку. Хорошо перемешиваю. Я думаю, друзья, уже видно, что картофельное пюре воздушное и нежное. Ну, немножко теплое. Да уже насыпай. Поняла, Сережка, все. Все, посмотрите, друзья, какое картофельное пюре. На следующий день. Там. Я думаю, все понятно. Нежное, воздушное, даже на следующий день. И гуляшик у нас, друзья, вчерашний. Так, тебе достаточно? Ням-ням, как это вкусно. Да, друзья, вот это завтрак у меня. Это вкусно. Все, пошел. Первый. Всем приятного аппетита. Да, до скорых встреч, друзья. И мирного неба, свободной жизни. Так, ну и я себе, конечно же.